Это обзор мода Aquamire на версии 1.16.5. Данный мод добавляет новый биом, кучу новых вещей, также новая броня, новый предмет, новое оружие и много новых существ. Если вас заинтересовал этот мод, то приятного аппетита тем, кто истопьет, и приятного просмотра! Как всегда, первое это руда, платиновая руда. Всего здесь 3 декоративных блока. Также можно сделать вот болт для брони, а также слиток для всего остального. Вот так вот выглядит наша броня. При фулл сете она дает health boost, что означает новые сердечки. Также переходим в эту комнату. На это пока не обращаем внимания, а на вот это. Это предметы, из которых выпадают существа. Всего здесь 7 существ, но если смотреть из то, что исключить персонажа, то где-то 6. Давайте же посмотрим, вот сколько их тут. Мы можем их призвать в специальной комнате, например, золотой мотылек. Он вот такой вот красивенький, желтенький, и при его убийстве выпадают золотые самородки. Также это уже пасть. Пасть спавнится только в этом биоме и только ночью. С нее выпадает уже вот такой вот плавник. Давайте же ее быстренько убьем и посмотрим, что нам может выпасть. Вот мы ее убили, и нам выпали просто плавники, а также новое достижение. Плавники нам нужны для материалов, то есть нам нужно для брони и в принципе новой еды. Еда здесь максимально полезная. Видите, подводное дыхание, грация дельфина, а также сила. Уж полезная еда, только крафтится замудренно. Но по сути это все легко. Также переходим уже к новому существу. Это удильщик. Вот такой вот красавчик, наносит нехило так урона. И в принципе они очень часто спавнятся вот в таких вот биомах. Давайте же его убьем и посмотрим, что с него выпадет. А с него выпадает клык удильщика, а также фонарик удильщика. Это 2 новых достижения, и также для чего они нам нужны. Давайте же посмотрим. Клык удильщика нам нужен для ужасного меча, для брони, а также костная мука. Ну или ядовитый чакрам. А вот фонарик удильщика нам нужен для еды, для лампы и в принципе еда опять же. Данные пузыри это как подводный источник света. Давайте же спустимся сюда ненадолго, и как мы видим, удильщики, а также новые водоросли. Здесь их очень много. И таких красавчиков здесь тоже немало, как видите. Давайте же продемонстрируем такие вот руны. Например, вот, лампа, а также пузырь. Заходите в воду, нажимаете правой кнопкой мыши, и вот вам вот такой вот пузырь. Его можно сломать, и это тоже можно сломать. Давайте же вынырнем наружу. И, не останавливаясь надолго, призываем нового существа. Оно, пожалуй, самое большое, которое только есть в этом моде, и, в принципе, выглядит ужасающе. Особенно если ночью, то, пожалуйста, страшно будет. Вот он. Оно вот такое здоровое, с 50 хп, а также нам говорят, что вы чувствуете вибрацию подо льдом. Если оно будет на льду, то оно сломает этот лед и будет под водой. Благодаря шейдерам мы можем его увидеть, но в принципе из-за этого можем испугаться. Далее идет призыв призрака капитана Корнелии. Это уже некий босс, которого можно призвать с помощью горной ракуши. Давайте тогда переходим уже к структурам. Но давайте же посмотрим измученную душу. Это вот такая вот душа. Она идет после смерти разбойников. Разбойники находятся на вот этих вот кораблях. Брони нехило, а вот урона нам слабовастенько. Но выглядит хорошо. Теперь же переходим к новым структурам. Первая это вот такая вот, можно сказать, станция. Здесь обычные разбойники, будьте готовы их приветствовать. А также много-много лута, в которых находятся, может быть, полезные вещи. И вот такие вот пиратские мешочки. Можно будет обычные взять и получите обычные шляпы всякие. А если вы хотите улучшить, то можете сделать мешочек с сокровищем. Но вам понадобится эхо кладбища кораблей. Оно выпадает с одного существа, с того самого капитана. Найти его, ну, можно в одном сундуке, но все равно вам придется убить этого капитана. Здесь уже просто финальный босс с изумрудами. И обычный, можно сказать, лут. Но он все-таки приятный. Следующая структура это корабль. На корабле очень много всяких полезностей. Это снопсена, тыквы, но как обычно разбойники и много-много лута. Мы можем спуститься ниже, получить еще много лута. Также вот здесь у нас есть склад и с разбойниками, и вон там то же самое. Здесь небольшая такая решеточка, мы ее ломаем и получаем вот сокровище. Также вот та самая еда, морское рагу. Оно очень полезное и в принципе можно его делать. Последняя структура в данном моде это вот такой вот колодец. Возле него спавнится вот такой небольшой лагерь, но как вы видите здесь костер рабочий, значит здесь кто-то был недавно. Все просто, заходим в этот колодец
И видим вот такие вот комнаты. Много всяких, опять же, вещей, а также потайной проход, как вы видите. Мы здесь, соответственно, все ломаем. На этого не обращайте внимания. Я без понятия, как он сюда попал, но, видимо, выжил. Мы здесь видим склад пустых сундуков и набитых железом, TNT-шку, но самое главное, это замороженный сундук. Так просто вы его не откроете, а если вы сломаете, то вам просто он не выпадет. Ну или же выпадет просто как обычный сундук. Его открыть можно с помощью одного ключа. Называется он замороженный ключ. Он выпадает с капитана. Поэтому давайте же расскажу, как получить этот горную ракушку. Добавлю еще одну. Здесь есть также еще одна структура, находится в биоме. То есть вы видите такие льды, и обычно в каких-то таких льдах вы можете увидеть сундук. И сундук будет вот с таким вот свитком. Это неизвестный эффект, то есть вы нажимаете правой кнопкой мыши, активируется такая анимация, и, не знаю, вам либо что-то выпадет, либо по вам ударит молния, и пойдет снег. И, в принципе, все. То есть, ну, такая вот свиток. Вы можете использовать, и вам либо выпадут тортики, либо какой-то дастся предмет, ну или молнии просто вас будут бить. Много чего может быть. По сути, свитки, как по мне, бесполезные. Они не нужны в этом моде, но они есть и уже хорошо. Теперь же пройдем к кораблю. На данном корабле есть такой разбойник с горной ракушкой. Давайте перейдем в режим спектаторы. А вот, собственно, и он. Обязательно его, если вы нашли, убейте, и с него 100% выпадет вот эта ракушка. Давайте же его убьем. И вот, мы получили новое достижение, а также горную ракушку. Теперь же очень просто призвать этого босса. Например, мы находим какое-то расстояние, вот здесь давайте призовем. Берем наш меч, мы подготовились, все дела, и вызываем этого моба. И вот вызывается тот самый призрак капитана Корнелии. Вы можете подумать, что ой, это же простой босс. Но давайте же все-таки мы наденем броню, чтобы нас так быстро не убили. И перейдем в режим выживания. Сразу скажу, когда вот я там вызывал, мне писало, что никто не пришел. Оказывается, нужна была вода. Я, честно, этого не знал. И вот мы спокойно так убиваем, нас не пробивают. Мы думаем, ладно, мы выиграли. Да, но он нас вот так вот подкидывает, ломает тут предметы, блоки. Мы немножко умираем, но давайте же мы ее все-таки убьем быстренько. И происходит некая вторая стадия. Призывает она своих стражников, делает погоду. Вот такой вот. А также она восстанавливает себе все хп. Так сказать, второй раунд. Данные стражники мощные, не советую с ними так долго сражаться. Вблизи они наносят хороший такой урон. Ну давайте же все-таки убьем эту призрака. И вот, когда мы ее убили, мы получаем 4 вещи. Это, самое важное, трехболтовый шлем. Благодаря ему мы можем дышать под водой. Но нам нужен еще нагрудник, о нем позже. Потом замороженный ключ, изумруды, а также кислородный баллон. Вы, конечно, можете сделать его и сами, но вот так вот он нам выпал. Сразу говорю, зачарования на этом шлеме выпадают всегда по-разному. Может быть защита, огнеупорность. Все зачарования на броню, которые есть, будут рандомно падать. Пока шлем отложим в сторону и пойдемте же откроем данный сундук. Вот тот самый колодец. Мы спускаемся вниз, и вот мы открываем сундук. Все, сундук открыт, и мы видим очень много полезных вещей. Яблоки, зачарованные, обычные. Главное, это руна шторма, а также эхо кораблей. Она очень полезна. Также очень хорошие такие оружия, ну и все по мелочи. Тотем бессмертия — это очень редкая вещь. А также обыкновенные картины, которые одинаковые. Но их там несколько количества. Каждый подберет себе по вкусу. Но этого нам еще недостаточно. Пока это все отложим, давайте просто перейдем к шлему. Данный шлем, чтобы нам дышать под водой, нам нужно сделать вот такой вот костюм. Крафтится он из таких вот вещей, и при полном его сете, когда мы наденем. Вот мы надели. Конечно, мы с обзором немножко не умеем смотреть. И у нас, конечно, обзор, наоборот, уменьшивается. Но зато мы можем дышать под водой. И все. В принципе, можем спокойно дышать под водой, и все хорошо. И получается некое испытание. Далее давайте объясню, зачем нам эта руна шторма. Тут написано, что нажмите на чародейский стол, чтобы изучить руну. Берем чародейский стол и изучаем. И появляется такая Хильда. С данной Хильдой я разговаривал уже. И когда вы с ней разговариваете, она может выдать вот такой вот специальный свиток. Она рассказывает там свою историю, ну, можно сказать, некий сюжет. И также, когда вы ей дадите руну шторма,
она вам даст уже вот такие вот магические пыли. С помощью нее вы можете сделать много полезных себе вещей. Давайте же посмотрим. Это магическая ткань, которая нужна вот для этого, а также для полезных вещей. Давайте же перейдем к ней. Она нам полезна, и когда мы будем постоянно убивать боссов и получать руну шторма, даем ей, получаем магическую пыль. Полезная деваха. Так что ей мир, пусть она живет тут, а мы пока отойдем в другую комнату. К уже магическим вещам. На данный перстень можете не смотреть, потому что она писала тут, что дай мне книгу с пером, я напишу для тебя небольшое руководство. Вот то самое руководство, но оно почему-то не работает. Куда бы я ни нажал, тут, конечно, есть Discord, реклама, все дела, но сама Вики не работает почему-то, и сюда я тоже как-то саппорт, это совсем не то, что нам нужно. Поэтому пока что мы не можем смотреть. Потому что, я так понял, мод доделан, оптимизирован, ну, правда, не совсем. И играть-то можно, но вот эти вещи вы не получите никак. Они не крафтятся, они нигде не спавнятся, их вообще нельзя добыть. Только из креатива. Ну, а мод будет обновляться, потому что здесь нам писалось, что вот, новые какие-то апдейты. Так что будем их ждать и будем изучать новые обновления. Я их поставил так, как вот они есть. У меня предположение, что они используются в Bubbles мод. Для колец таких. Может быть, там их зачаровать, как-то поставить и будут использоваться. Ну ладно. Вот у нас магическая ткань, магическая пыль и осколок ведьминского края. Ой, камни. Данный камень делается вот так вот. И... Погоди, всего на один раз. Насчет теперь свитка я не уверен, что от нее. Но раньше я получил от нее, но раз она не повторяет мне его. Но, слушайте, ребят, есть проблемка. Свитки, то есть вообще вики у этого мода вы не так-то просто найти. Я, если что-то забыл, то напишите мне в комментариях. И если помните про свитки, то я буду рад, если вы скажете. А то как-то я забыл. Но я получал из нее свитки. Но просто если смотреть, то нам даже не хватает на платиновую броню. Нагрудник паладина, точнее. Скорее всего, свитки как-то можно получить по-другому. Или же они выпадают с ведьм. Если узнаете, буду рад. Ну как-то я получал свиток. Ладно. Не будем долго мусолить и переходим к броне. Брони здесь вот столечко. Это мы видели. Это она на нас была надета. Теперь смотрим. Вот такая броня, это имба. То есть вы ее берете. Всего вы можете подумать. Всего 2 брони, и ты думаешь, это имба? Я вам скажу, это имба. Смотрите, вот эта броня, конечно, хороша. Вот давайте посмотрим. Вот, например, данная броня. Вот. Топлих. Аметист бездны. Честно скажу, я не знаю, как ее добыть. У нее нет специальной руды, и Хильда нам не выдает его. А вот в других, например, каких-нибудь там структурах ее не найти. Но я не знаю, ребят. Понимаете? Так что не судите строго. Но вот такую данную броню вы можете сделать. И вам додастся всего скорость при фулл-сете. Конечно, данная броня тоже хороша. Она тоже дает бессмертие и... Ну, даже может быть получше. Но так как она не крафтится, вот. Это дает броня скорость нам, и в принципе все. Теперь надеваем маску вот такие и облачение. Выглядит довольно стильно, модно-молодежно, но если прочитать, оно из убитых монстров выпадает обсидиановое сердце. Сбор 5 сердец активирует резню. Давайте же мы попробуем. Возьмем, например, крипера. Вот ух, несколько. И просто поубиваем. Вот, видите, такие сердца выпадают. Мы их выбираем жатва. И теперь каждый раз мы должны просто их напросто убивать. И пополнять этот эффект. С каждым разом нам урон увеличивается. И мы становимся все сильнее и сильнее. И вот мы получили скорость. Супер сила, потому что мы убиваем очень быстро. И вот такие мы стали мощные. Потом уже просто убиваете и получаете сердца. Продлеваете эффект. И вы, можно сказать, монстр уже. Машина для убийств. Поэтому я и сказал, что это имба. Если сделать фармилку и еще как-то, то хана всем. Также здесь есть вот посох, рассекатель. Это тоже своего рода оружие. Здесь их много количества. Давайте попробуем вот это оружие. У них у каждого есть свой эффект атаки. Вы просто бьете и вот как-то убиваете. Но у меня эффект резни, поэтому. Рассекатель, например, снижает максимальное здоровье цели на 5% на 10 секунд. Вот, например, лошадка бить. Не, лошадку я не буду трогать.
Вот таких вот как криперов надо. Ну, я убиваю сразу. В общем, здесь есть еще много оружия. Вот отравленный клинок. Объясню просто кинжал жадности. Когда вы убиваете разбойников и жителей, выдавайте, где где-то были жители, вы получаете изумруды с них. А при полном убийстве получаете множество изумрудов. Это вот такой хороший кинжал жадности. Насчет данных чакрам я тоже особо не понял. Потому что, опять же, информацию нет, куда взять и пытаться все это, я не знаю, откуда это брать. Аметист бездны и вот тиары и корона, они не крафтятся и нигде не появляются. Так что вопросики. Например, искаженный кинжал крафтится, а вот сияние рассвета неизвестно где найти. Оно нигде не появляется, ни в структурах, ни выбить ни с кого. То есть вообще ноль информации, понимаете? Если вы убьете данную Хильду, с нее ничего не выпадет. Так что бесполезно ее убивать. В остальном же, в принципе, все. Вот, например, загробный ключ вы можете вот воскресить. Правда, я не понимаю одно. При воскрешении, вот давайте зомби, например, вы воскресите этого разбойника. Следующий вопрос. Нафига нам поборников? То есть, я не понимаю, нафига нам это? Также пика северной звезды дает неуязвимость на 2 секунды. То есть мы бьем, получаем очень сильный лут. Я что-то забыл сказать. При воскрешении вы получаете вот такие вещи, поэтому нужна эта вещь. Довольно полезно. Но вот такая пика северной звезды, вы просто правую мышь нажимаете и получаете неуязвимость. У нее есть некий кулдаун, довольно хорошее оружие на 16 урона. Все, в принципе, это просто, чтобы крафтить всякие мечи, видите? Так что я все сказал, все рассказал. Да, возможно, не все. Возможно, не рассказал там вещи вот такие, например. Ну, во-первых, это не используется. Во-вторых, ну уж простите, я знаю не меньше, чем вы. Я просто рассказал то, что тут есть. А вот эти всякие помудренные вещи, которые непонятно как получить, уж я не знаю, откуда их взять. Так что все, я все рассказал. Приятно где-то тем, кто это пьет. Ну, в принципе, до нового обзора.